Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сезон тыквы в разгаре, поэтому буду готовить тыквенно-сырный крем-суп. Суп получается не только вкусным, но и сытным. А так как мои мужчины любят есть этот суп с гренками, крутонами, начну приготовление с них. Количество всех ингредиентов в рецепте по вкусу. Я обрезаю корочки у хлеба и нарезаю хлеб на кубики. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Посыпаю хлеб сухим чесноком. Перемешиваю. Поливаю небольшим количеством подсолнечного масла. И хорошо перемешиваю, чтобы каждый кусочек хлеба был покрыт маслом. Перекладываю хлеб на противень, застеленный пергаментом, и отправляю поджариваться в разогретую духовку при температуре 170 градусов, примерно на 15 минут, до золотистого цвета. Во время приготовления крутоны можно перемешать. Чтобы сократить время видео, нарезку всех продуктов показывать не буду. У меня 3 крупных зубчика чеснока. Нарезаю чеснок на крупные кусочки. Суп буду готовить в кастрюле с толстым дном. Сначала она исполнит роль сковороды. Наливаю в кастрюлю небольшое количество подсолнечного масла, примерно 2 столовые ложки, и высыпаю нарезанный крупным кубиком лук. У меня одна луковица весом 90 грамм. И на медленном огне готовлю лук до мягкости. Добавляю чеснок и обжариваю примерно 1 минуту. Этот тыквенный крем-суп можно готовить 2 способами. В первом случае сначала запечь все овощи в духовке, а потом готовить суп в кастрюле. Так овощи приобретут более насыщенный концентрированный вкус, но будут готовиться дольше. Или сразу готовить тыкву с овощами в кастрюле, как готовлю я. Этот способ приготовления более быстрый, а то, что вкус тыквы будет менее ярким, лично меня не смущает. Добавляю крупно нарезанную морковь. Вес моей моркови 157 грамм. В суп овощи можно нарезать крупно, но нужно учитывать то, что морковь готовится дольше тыквы, поэтому тыкву нужно нарезать на более крупные куски. И учтите, что чем крупнее будут нарезаны овощи, тем дольше будет готовиться суп. Готовлю, пока морковь не окрасит масло в красивый золотистый цвет. Добавляю тыкву. Ее вес 690 грамм. Я ее нарезала на такие кубики. Готовлю до легкой золотистости тыквы. Теперь добавляю 86 грамм красного сладкого перца. Я его нарезала на крупные кубики и обжариваю все вместе примерно 2 минуты. Овощи солю немного, так как позже буду добавлять брынзу, а она соленая. И посыпаю черным молотым перцем по вкусу. Хорошо перемешиваю и добавляю специи. Здесь немного молотого мускатного ореха, буквально на кончике чайной ложки, и 1/3 чайной ложки молотой корицы. Я не хочу полностью специями заглушать вкус тыквы. Заливаю овощи водой так, чтобы их покрыть. У меня ушло примерно 350-400 мл. И готовлю на медленном огне под крышкой примерно 25 минут до размягчения моркови, так как она будет вариться дольше других овощей. Овощи периодически помешиваю. Через 20 минут тыква уже готова, а морковь еще нет. Добавляю 170 грамм нарезанного кубиками мягкого сыра комнатной температуры. У меня это брынза торговой марки Кома. Ее жирность 60%.
Перемешиваю и готовлю под крышкой еще примерно 5 минут. После добавления сыра суп перемешивайте чаще, чтобы он не пригорел. Мои мужчины любят густые крем-супы, поэтому сыра я положила побольше. Но в итоге перестаралась. После того, как суп настоялся, стал очень густым. Поэтому уменьшайте количество сыра в 2 раза. Я же в видео менять ничего не буду. Озвучу то количество продуктов, которое реально добавляла в суп. Так будет честно. Через 25 минут тыква разварилась. Морковь готова, а сыр растворился. Выключаю плиту. Сняла кастрюлю с плиты и при помощи погружного блендера пюрирую овощи. Если у вас нет погружного блендера, можно измельчить овощи в блендере или воспользоваться толкушкой. Пюре готово. Если вам нужна более гладкая консистенция, то пропустите пюре через сито. Меня такая консистенция устраивает. Добавляю в пюре 500 мл горячих сливок жирностью 10% и перемешиваю до однородности. На медленном огне довожу суп до кипения и готовлю еще примерно 1-2 минуты. Суп готов. Выключаю плиту. Покажу вам порцию супа. Так как мои мужчины любят есть этот суп не только с гренками, но и с тыквенными семечками, я украсила его и тем, и другим. И добавила еще несколько листиков петрушки. Петрушка у меня разных сортов. Какую сорвала, такую украшаю. Вот такой осенний, яркий, вкусный, полезный и сытный крем-суп у меня получился. Этот тыквенно-сырный крем-суп любят в моей семье. Несмотря на то, что поклонниками тыквы мои мужчины не являются, этот суп они едят с удовольствием. Вкус тыквы в супе чувствуется, специи его не заглушают. Сыр добавляют в суп кислинку, чем нивелируют сладость тыквы. А сливки усиливают сливочный вкус сыра и делают его более нежным. Как я уже говорила, сыра в суп нужно добавлять меньше. Сладкий перец можно вообще не добавлять, а украсить суп вы можете по своему вкусу. Можно просто полить сверху суп жирными сливками или густой сметаной. Тоже получится вкусно. Приготовьте тыквенный крем-суп по этому рецепту. Думаю, что вам он понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!